Спасибо большое за ваше такое теплое приветствие. Ага. А мы сейчас начнем с общих вопросов, которые мы всегда задаем Стигу, и потом перейдем к нашим. Первый вопрос к человеку, который создал коктейли, суп и остальные продукты. Как вообще появилась идея создания коктейля Natural Balance? И это реальная история из уст самого создателя. Слушаем внимательно. It was constructed to keep lung patients alive waiting for lung transplantation. They cannot eat normal food because they have a mask with oxygen and a sac in the food. So it was important to create some perfect food for people very sick. Собственно, почему возник сам коктейль? Потому что Стиг работает с трансплантацией легких и сердца, и те люди, которые ждут операции, они очень больные, они лежат с маской, все, что они могут, это дышать, и им необходимо такое питание, которое будет полноценным питанием, поддерживать их организм в то время, когда они ожидают операцию. I think that's a short answer. Если мы говорим о коктейле как с физиологической точки зрения, с биологической точки зрения, как он именно работает, как он помогает людям и сохранить здоровье, и потерять вес, что в нем уникального? Yeah, first I should say that if you want complete nutrition, you must combine it with the wellness pack also. So we came back to that. But what is unique by the natural balance shake, that is its composition of protein, fat and carbohydrate, what we call the macronutrients. В первую очередь, Стиг говорит, что для того, чтобы оставаться здоровым и поддерживать здоровье, одного коктейля недостаточно, обязательно надо принимать витамины и полностью wellness pack. А что особо уникального в коктейле, это именно его состав. Состав сбалансированный по белкам, по витаминам и нутриентам. And the most important part in the food and the most expensive part also is the protein. Самая сложная часть во всей еде и самая дорогая – это именно протеины. And we build the new cells, billions every 24 hours, and they consist of 70% protein. В нашем организме клетки обновляются каждый день, и в нашем организме находится несколько миллиардов клеток, и они на 70% состоят именно из белков. And the protein part in natural balance shake is constructed very similar to human mother's milk, because that protein in human mother's milk can build the whole body, not only muscles, but the whole body in a harmonic way. Что еще уникального в коктейле Natural Balance, что его состав, химический состав, по составу он максимально приближен к самому полезному для людей напитку. Это женское молоко, грудное молоко, которого, собственно, все и начинается, да, для ребенка. Когда женщина кормит молоком ребенка, это помогает ему выстраивать все его тело. И это самые полезные белки, которые могут быть в природе. And another important component is it that in one shake there is about 1/5 of a very high quality egg. And in an egg everything is for a little bird to start to fly. So it's good to have everything. We don't even know how much good there is in egg for the body. It's thousands of good things for biological life. So that's also important to get that in a natural way. И еще важная вещь, что в одной порции коктейля содержится протеин яйца. Это где-то 1/5 яйца. А яйцо, оно также, мы знаем, что это полезный протеин, да, и из яйца появляются птицы, которые потом летают. Соответственно, этот белок, яичный белок из яйца тоже помогает нашему организму простраиваться и летать, как птицам. And there also is
rose hip. That was what Winston Churchill used to keep his soldier healthy during the Second World War, not to get cold. So it's a part of that also in it. They have a lot of important antioxidants and vitamins. Кроме того, не забывайте, у нас есть клетчатка из шиповника, а шиповник – это то растение, которое настаивал Уинстон Черчилль во время войны, и это позволяло ему, это был его рецепт здоровья, и он не заболевал благодаря тому, что он пил этот настой из шиповника, потому что в шиповнике очень много антиоксидантов. And then to the question why it is so effective if you use it as a complement to lose body weight. И еще есть одна уникальность, почему он действительно так помогает людям в потере веса. So from a physiological point of view, there is only two ways to lose body weight. That is to diminish the calories you eat and increase the exercise. С физиологической точки зрения есть только два пути, благодаря которым можно уменьшить массу тела. Первое – это уменьшение калорий, второе – увеличение физической активности. But if you do that, start to eat less, it's a risk that you get a shortage of something, and then you get very hungry, almost like a pregnant woman. She eats everything. So if you eat so little to lose weight, you can be like a pregnant women all the time, wanting to eat all the time. Если вы просто сокращаете питание, когда вы хотите снижать массу, то есть риск того, что вашему организму не поступает достаточно витаминов, недостаточно питательных веществ, и вы будете все время голодными. Стиг произвел сравнение с беременной женщиной, что ей на одну недостаточно, да, у нее растущий организм, поэтому женщина во время беременности ест намного больше, потому что она ест за двоих. И вот то же самое происходит с людьми, которые очень резко сокращают калорийность своей пищи на разного типа диетах. Они постоянно хотят есть, как будто бы они беременны. But if you then start to use natural balance shake combined with one wellness pack, you get what the body needs with a minimum of calories. But since the body gets what it needs, you will not be so hungry. Однако, если к сокращенным калориям человек добавляет коктейль и витамины, wellness pack, то получается, что его тело получает все необходимое, оно наполняется, и организм не просит, соответственно, нет приступов голода. But there are some people, when they start to eat a natural balance shake, when they are in a little bad nutrition, they get more hungry in the beginning, because when they correct the malnutrition, the body, so to say, starts to function again, and then initially it can increase the hunger before it calms down again. А случаются ситуации, когда люди, кто неправильно питался, да, то есть у кого было очень много жиров и быстрых углеводов в питании, начинают принимать коктейль, и им все равно хочется есть, иногда даже больше хочется есть, чем до коктейля. Вот Стиг объясняет, почему это происходит. Тело не перестраивается за одну ночь. И если тело привыкло принимать много калорий в себя, и вы ему внезапно, что называется, краник перекрыли, оно требует, конечно, для этого этот период нужно переждать, для того, чтобы тело перестроилось и перешло на новый режим питания. То есть Стиг говорит, что это нормально, если у людей с плохим питанием, коктейль вызывает еще больший голод. Этот момент просто надо переждать, чтобы тело приспособилось к новому питанию. And the last thing, and perhaps the most important thing for losing weight, is that if you take 1 or 9 packs, we have tested all between 1 and 9, the blood sugar is stable. But if you eat, let us say, white rice or bread, the blood sugar increase quickly, insulin release and take it down, and then you start to eat and get this hunger. But if you keep your blood sugar absolutely stable, then the hunger disappears. Кроме того, еще одно очень важное свойство коктейля, почему людям легко на нем терять вес, они проводили исследования, они давали людям от 1 до 9 порций коктейля единоразово, то есть сразу один за одним 9 порций коктейля, да? И уровень сахара в крови оставался неизменным, несмотря на то, сколько человек выпил порций коктейля.
То есть сахар не поднимается. Если мы сравним, например, с белым рисом, да, то чем больше мы его едим, тем больше сахар в крови будет подниматься, и тем больше инсулина будет выделяться. И, соответственно, инсулин опустил сахар, и вы опять хотите есть. В случае с коктейлем любое количество порций не приводит к этому эффекту. Сахар не поднимается, поэтому человек чувствует себя насыщенным. То есть это если кто-то говорит, что мне одной порции недостаточно, пусть ест 2-3, ничего страшного не случится. Вопрос к Стигу, какой у него есть самый любимый совет по людям для здорового образа жизни? Yeah, not to speak the rest of the day, I will make it short and give 4 advice. Но для того, чтобы не говорить здесь до конца дня, это советы, это любимая тема Стига, он будет коротко, и он даст только 4 совета. And then number 1, 2, 3, that is not important. Неважно, какой из них первый, какой последний, они все 4 одинаково важные. For each group I make some variation, so I can entertain myself a little. В каждой группе он говорит разные 4 для того, чтобы самому тоже испытывать удовольствие от наших встреч. But I will start with one thing that I'm sure you will be convinced that it's a very important thing. We spend about 1/3 of our whole life in bed, most of us at night. So a good night's sleep is absolute essential for a good health. Совет от Стига номер 1, что абсолютно важно, очень важно для нашего здоровья хороший ночной сон. Мы должны проводить в постели во время сна не менее трети нашей жизни. And now I speak by personal experience. Sometimes my tongue says something that hurt other people, and then I cannot sleep. Before the next day, I can seek up the person and calm down everything. So it's important to forgive each other to sleep well. И вот Стиг говорит, I can't believe that your tongue can do it. Стиг говорит, что иногда я говорю что-то, чем я раню других людей, и я потом не могу уснуть, потому что я мучаюсь перед сном, и я плохо сплю, и потом на следующее утро я ищу этого человека, чтобы наладить с ним отношения. Так вот, очень важно для того, чтобы сон был ночной хороший, перед тем, как ложиться спать, все отношения выяснить и не говорить плохо другим людям. Я просто ему сказала, что я не верю, что твой язык может говорить что-то плохое. So when we can get a good night's sleep, then the brain liberates growth hormone, and we need this rest and growth hormone to rebuild our bodies in the night. И, собственно, почему так важен сон, почему Стиг на нем так настаивает, потому что в течение ночи, именно когда наше тело полностью отдыхает и расслаблено, в нашем мозгу производится специальный гормон роста, который, собственно, восстанавливает клетки нашего тела, и именно во время глубокого сна, собственно, рождаются новые клетки, здоровые клетки в организме. But if this growth hormone shall be able to build the body again in the night, we must have complete nutrition in the blood. So then number 2 is we must have complete nutrition, healthy nutrition. Однако для того, чтобы гормон роста работал правильно и делал нам правильные клетки, да, которые позволят нам жить долго, до того, как лечь спать, в течение дня в тело нужно загрузить правильный, что называется, строительный материал для этих клеток и чтобы гормоны сделали правильное дело. Поэтому номер 2, очень важный совет, это, конечно же, полноценное питание. And that we need exercise. And the weakest part is the heart. And the only way to exercise the heart is to get it to beat quicker. And that means that we must have half an hour brisk walking every day, so that the heart at least beat 120 times. There is no other way to exercise the heart muscle, and the heart is killing 1/3 of the people. So if you are smart, we must exercise that muscle. If you do that, for instance, by brisk walking, you exercise more or less the rest of the body also, if you don't love
weights and so on. А третий совет от Стига: очень важно заниматься физической активностью, особенно, он подчеркивает, нужно заниматься такой активностью, которая заставляет работать наше сердце. Потому что сердце – это тот орган, который убивает треть населения планеты, из-за того, что он перестает работать. А, собственно, почему он перестает работать? Потому что это единственный мускул нашего тела, который мы никак не напрягаем, если мы не ходим либо не бегаем. То есть наше сердце начинает сокращаться и работать как мускула, а это мускул, да? Сердце – это тот же самый мускул, только когда оно бьется более чем 120 ударов в минуту. Соответственно, если мы даже не делаем физическую активность, но мы ходим, мы двигаемся, мы перемещаемся, все остальные мускулы худо-бедно напрягаем, сердце не напрягаем. Поэтому совет от Стига: если мы хотим жить и не попасть в эту 1/3 людей, да, в каком-то раннем возрасте, 30 минут быстрой ходьбы. Во время быстрой ходьбы, помимо сердца, вы напрягаете все остальные мышцы вашего тела, руки, ноги, все на свете. Поэтому, если не любите тягать гантели в спортзале, то 30 минут быстрой ходьбы в день и напрягают сердце и все остальные мышцы. So these three things, I think we can agree about is very reasonable. But it's not enough to know about these things. There must be practice also. You must sleep well, you must move, you must eat complete. Then you will be healthy in the body. И эти три вещи – это то, что мы не просто должны знать. Мы все знаем, что правильно надо питаться правильно, надо спать правильно и надо заниматься. У каждого в голове должно быть, что я обязан питаться правильно, я обязан заниматься, я обязан спать полноценный сон. И это то, что поддерживает человека живым. But these three things for the body, that is not the most important thing. The most important thing is the mind. Но это не является, тем не менее, это не является самым важным. Это все три совета, они относятся к телу, да? Но кроме нашего тела у нас еще и есть наше мышление. And there are two things that we are different from animals in two things. We can think and we can love. Есть две вещи, в которыми мы отличаемся от животных. Мы можем мыслить и мы можем любить. And we see on the statistics in Sweden for what make people to die too early or not be able to work is almost all about psychic bad things. Like we drink too much alcohol, we kill ourselves, we are depressed, etc. This is making 53% of the reasons why we cannot work is due to these psychic things in Sweden. Ну вот, например, статистики в Швеции, да, есть статистика в Швеции, которая говорит о том, что 53% людей, которые умирают раньше, нежели их физиология могла бы дальше жить, да, 53% людей умирают именно из-за того, что у них нет фактически цели в жизни, им незачем жить. Поэтому у них начинается депрессия, поэтому начинается алкоголизм, потому что у них они не могут найти того занятия в жизни, которое они бы полюбили и ради чего они жили. То есть просто жизнь завершается только потому, что в мышлении нету ради чего им жить. And this has been like this in most countries for thousands of years, but then the wise persons have made this what they call golden rule. And that is that we should treat everyone we meet as we would like to be treated ourselves. And if we can do that also, then we will be very healthy and most of the time pretty happy also. И Стиг говорит, что это не только проблема Швеции, это проблема многих стран на протяжении многих тысячелетий. И сейчас есть философы в разных странах, которые, в общем-то, все говорят об одном и том же, выводят так называемое золотое правило, что для того, чтобы жить долго и, главное, счастливо, каждый человек должен относиться к окружающим так, как он хочет, чтобы те к нему относились. И с таким отношением к другим людям человек будет абсолютно точно оставаться здоровым и в большинстве случаев всегда счастливым. And I have known Oriflame consultant now for 5 years, and the reason why I underline this so much is that this Oriflame have Oriflame consultants and now also employee have this as a natural talent
because Thank you. otherwise Thank they should you. otherwise they should not be so successful as Oriflame consultants. So it's important to know that they should go on to be as they are now, because that will do very much good for the people they meet. Стиг говорит, что он с консультантами Oriflame уже знаком в течение 5 лет, и почему он подчеркивает вот эту всю необходимость, да, про жизнь говорит, потому что он видит, что он очень любит наших консультантов. Я почему сказала ему спасибо. Раньше он говорил, что он любит консультантов больше, чем сотрудников. Сейчас он сказал, что консультанты и также сотрудники. Что мы все очень целеустремленные, мы очень позитивно относимся к жизни, и главное, чтобы мы продолжали также относиться к жизни, продолжали достигать своих целей, и ни в коем случае не поддавались никаким негативным влияниям вокруг. Thank you for noticing. Stuff as well. I am a member of a group that try to take care of those who have no houses to stay in, street people and so on. This is what's called Caritas group I'm a member in. And then I meet a lot of exciting people there on the streets or whatever. Вот Стиг говорит, что он член ассоциации здесь в Лунде, которая помогает бездомным людям, либо людям с разными проблемами в жизни, да, у которых нет дома, недостаточно питания. И, то есть это, благотворительная организация. И он в свободное время, собственно, это есть его хобби, потому что он встречается с этими людьми, он с ними общается. Он говорит, я встречаю прекрасных людей на улице. But I have not very much time other than work, I must say. Но он должен признать, что в принципе у него работа занимает большую часть его времени, и на остальные занятия не хватает много времени. Сколько часов он спит сам? How much hours do you sleep normally? Oh yes, I make priority of sleep, but then most of my life I have been up every 5th night for operations and so on. But then I take and sleep in the day, so I get about between 6 and 8 hours sleep. It's like that with sleep, that you don't need exactly the same amount every night. If you sleep 3 nights for 6 hours, for instance, then perhaps you need 2-3 hours for... Он очень сильный приоритет сну дает в своей жизни всегда, несмотря на то, что его работа не всегда позволяет ему спать. То есть он говорит, что в среднем я сплю 6,5-7 часов, это всегда. Каждую 5-ю ночь в течение всей жизни, поскольку он действующий хирург, ему приходилось проводить на операциях, но тогда он спит то же самое количество днем. То есть он всегда выделяет время на сон. Кроме того, если нет возможности, например, 3 ночи человек спит по 6 часов, это значит, что 3 следующих там надо спать по 8 часов. То есть сон компенсируется. Надо обязательно компенсировать сон, и это то, что он делает, он практикует в своей жизни, потому что он действительно это считает очень важным.